Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики. Мы очень рады приветствовать вас опять здесь, в Хургаде. Сегодня у нас такая тема интересная. Просто очень очень много людей новых приезжает сюда, в Хургаду. И под нашими видео мы часто наблюдаем одни и те же вопросы. То есть из раза в раз одни и те же вопросы возникают, поэтому мы решили прямо вот такую тему создать и ответить на все вот эти вопросы. Ну и рассказать заодно некоторые истории, какие могут случиться здесь, в Египте, чтобы вы уже были готовы. Тема такая и вопросы такие, которые касаются замужества, брака. Сначала люди спрашивают, как сделать орфи, а потом спрашивают, как мне вывести отсюда детей. Ну вот, чтобы этих вопросов не возникало, мы решили сразу рассказать, чтобы вы были готовы к таким развитию таких разных ситуаций. Вы знаете, что не все так просто здесь, в Египте. Египет – это мусульманская страна, и если вы выходите замуж, и если у вас настоящий брак, неважно, настоящий или орфи брак, если у вас в браке рождаются дети, то о детях обязан заботиться мужчина, муж. Что это значит? Это значит, что если вы решили развестись и решили покинуть эту страну, решили уехать, то дети остаются с мужем, не с женой. Это даже не обсуждается, здесь не будет никакого суда, и суд не будет решать, с кем останутся дети. Понятно, что дети останутся с мужем. Мужу, даже если эти дети вашему мужу не будут нужны, он отвезет их тете, маме, куда-нибудь, но все равно они останутся здесь, в Египте. А потом вы будете локти кусать, бегать и думать, как вам забрать отсюда своих детей. Я знаю, что есть некоторые истории, которые были связаны с моими даже знакомыми, что у нее родился сын, и сыну уже было где-то примерно 6 лет, когда она решила отсюда уехать. Развелась с мужем и решила отсюда уехать, но ее муж поставил условие, что если ты забираешь сына, ты оставляешь мне свою квартиру. То есть у нее не было даже ни раздела имущества, ничего. И, конечно, он не обещал обеспечивать этого ребенка. Он забрал ее квартиру, она забрала сына и уехала. Вот такая ситуация. Эта ситуация была настоящая, как это было. Другая моя знакомая, поскольку муж ее бросил сразу после рождения ребенка, потом, как оказалось, когда у него рождался ребенок, он сразу уходил. То есть у него была такая боязнь детей, либо он не любил вот этих криков или еще что-то такое. В общем, второй раз, когда она выходила замуж, вышла замуж и уезжала из страны, ее муж, он подписал бумагу, что он разрешает ребенку покинуть страну. И второй мужчина усыновил этого ребенка. Для меня это почти фантастическая ситуация, потому что такого я не встречала ни разу. Это первый и единственный раз, когда мужчина разрешил забрать ребенка с собой в другую страну, и чтобы этого ребенка усыновил другой мужчина. А так, вот вы спрашиваете, как сделать орфи. Орфи, что такое орфи? Орфи брак – это не настоящий брак. Это брак по бумажке. То есть на бумаге это написано, что у вас, что вы заключили такой вот брак. Там прописаны разные ситуации, что мужчина должен заботиться о семье, что женщина должна быть верной. Ну, в общем, там есть многие пункты. Но эта бумажка, она не регистрируется ни в каких реестрах. Она не регистрируется ни в каких документах, ни в суде, ни в каких-либо других
Эта бумажка просто вам дается, и если вас остановит полиция, кем вы друг к другу приходитесь, вы можете показать, или если вы живете вместе в одной квартире, вы можете эту бумажку показать, что вы что ваш муж, это он муж, а вы его жена. То есть вы регистрируете вот такой вот орфи-брак. Обычно это регистрирует адвокат, и там должны присутствовать 2 свидетеля. Этот брак орфи, он только для мусульман. Христиане не могут сделать такой брак. Если мужчина христианин, то он не может сделать такой брак. Хотя, конечно, фиктивно и христиане делают, и мусульмане делают, и без 2 свидетелей иногда делают. Ну, эта бумага считается не совсем действительной. Ну, они не очень строго к этому относятся, просто чтобы была эта бумага. Вот. Опять же, многие женщины удивляются, что случается с их мужчинами, когда они сначала познакомились, была любовь, прекрасные отношения, они встречались, приезжала, она летела к нему на крыльях любви, и вот в один прекрасный момент что-то у него случается. Он пропадает со всех радаров, и она начинает его разыскивать. То они были на связи, 24/7 были на связи, а тут вдруг раз он пропадает. И она потом пишет во всех группах, разыскивает его, в какой он находится больнице. То есть это было случайно, не один раз это было, вот последнее из последнего, что она говорит, никто не может узнать, где находится такой-то, такой-то мужчина. Он попал в больницу, я не знаю, он живой или умер. Там наши девушки, которые здесь живут, они уже знают все вот эти выкрутасы, все их уловки, как они поступают, и пишут ей, значит, комментарии. А вы уже ему деньги на лечение отправляли? Или там кто-то пишет... Не переживайте, просто к нему другая приехала, поэтому он временно для вас умер и воскрес там для кого-то другого. То есть вот такие бывают вещи. Кстати, даже некоторые гости, которые у меня бронируют квартиры и едут, и они даже пишут мне, что вот мы уже в пути, потом они нашли что-то другое или дешевле, или еще что-то, им неудобно сказать, что они не приедут, они пишут, что у них кто-то умер внезапно, и им надо уехать, или у них какая-то там авария, что все в больнице, а он один выжил. В общем, я вообще, конечно, удивляюсь, для меня шутить такими вещами – это просто нонсенс, но для них это в порядке вещей, поэтому если кто-то у вас заболел или умер, или у него заболели родственники, или он будет клясться на могиле матери, а это будет просто какой-то камень посторонний, мама у него живет и здравствует, то не удивляйтесь, здесь такое возможно. Просто вам нужно быть более внимательными и более скептически настроены, чем вы обычно. Не доверять на 100%, не нужно доверять на 100%. Конечно, не надо быть слишком уж подозрительными, что всякое бывает, может быть, кто-то и заболеет, правда, но обычно это такой у них сценарий. И это не потому, что это египтяне, масрияне, как мы говорим, да, а это потому, что в любом курортном городе случаются такие вот интрижки, такие вот вещи. И в любом курортном городе есть альфонсы, которые профессионально занимаются разводом женщин. Профессионально. Это не говорит о том, что все такие, потому что есть здесь очень хорошие мужчины, они настроены на брак. Я знаю очень много хороших, крепких семей. Они живут дружно, у них растут дети, у них есть здесь квартиры, машины, работа и все такое. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому, конечно, здесь всегда солнце. Вы приезжаете, море, солнце, вы расслабляетесь.
вас тянет на романтику. И когда египетский мужчина, как правило, они симпатичные, очень галантные, они будут платить за вас в кафе первое время, они будут за вами красиво ухаживать, говорить вам красивые слова, петь дифирамбы, что вы самая красивая, самая прекрасная. Но включайте, пожалуйста, в этот момент логику, мозги, используйте свой ум, подмечайте детали, и вы поймете, что не все вот эти вот их дифирамбы являются правдой. Часто это такая вот красивая лапша, которую они с удовольствием навешивают вам на уши, и навешивают не только вам, но еще, может быть, еще кому-то другому. Но минус в том, что вы приезжаете и уезжаете, поэтому вы не знаете, что происходит здесь, когда вы уезжаете. Когда вы приедете, он может с вами быть 24 часа в сутки и не будет вас отпускать, и не будет, кстати, отпускать вас никуда, чтобы вас кто-то другой не забрал и не увел с собой, потому что мужчины, они собственники, они будут с вами вместе везде и всегда. Но как только вы уехали, то же самое может происходить и с кем-то другим. А вам он может написать, что он заболел, что он в больнице, он может пропасть, потому что он будет в это время, может быть, с другой женщиной и может просто вас заблокировать на время, чтобы вы не мешали развитию его следующего проекта. А они так и называют: у меня сейчас следующий проект. То есть есть такие мужчины, которые этим зарабатывают себе на жизнь, потому что многие из них уже женаты, им надо кормить свою семью, детей, которые живут где-то в другом городе. Здесь курортный город, сюда они приезжают на заработки, а их жены и дети могут находиться совершенно в другом месте. И вы о них даже, может быть, и не узнаете. Здесь мужчины не носят кольца, как у нас, допустим. Даже более того, мусульмане, они не носят золото и вообще не любят украшения. Поэтому вы не угадаете, он женат или не женатый, только у него может быть записано в его карточке на арабском языке, что он женат или не женат. Поэтому, конечно, будьте бдительны. Если у вас есть молодой человек, и вы безумно влюблены, и у вас все хорошо, конечно, наслаждайтесь жизнью, выходите замуж, женитесь, приезжайте. Но нужно подумать, нужно потратить годы, чтобы понять, на самом деле это ваш человек или не ваш человек. А если для вас это тоже какое-то приключение, то что тут сделаешь, ничего не поделаешь. Я знаю, очень многие женщины приезжают, они светятся от счастья. Вот у них глаза сияют. Это просто вот они на ходу, прямо вот на ходу молодеют, красивеют. У них просыпается вкус к жизни. И это, конечно, тоже хорошо. Никто не против такой иллюзии, да. Но эта иллюзия, знаете, для многих больно, когда вот это все разбивается вдребезги. Потому что когда ты уже взлетел так высоко, а потом оттуда вот шмякнулся просто вот на асфальт, это, конечно, не очень приятно. Но старайтесь, если вы чувствуете, что уже что-то там не то пошло, старайтесь переключиться на что-то другое или на кого-то другого. Потому что очень многие женщины, они, правда, настолько сильно влюбляются, настолько сильно зависят уже от этого человека, что они не могут с собой совладать. Они бросают все, они теряют даже работу. Потому что я знаю такие случаи, когда женщина, она так хотела к нему приехать, ее с работы не отпускала, она уволилась с работы, только чтобы приехать сюда к нему, чтобы недельку провести с ним вместе. И то 2 дня он побыл, а потом у него кто-то заболел,
или кто-то из родственников, или что-то еще такое случилось, и он внезапно уехал. Мы ей говорим, что ну нет, это никто там не заболел, ну правда. Она говорит, нет, он не такой, он так не смог бы со мной поступить. Прекрасно смог бы. И потом еще и мы говорим, а кем он работал, что у него за работа, кем он работал? Аниматором в отеле. Мы познакомились с ним. А, аниматор в отеле. Так вот он, аниматор, это аниматор, вот так вот они работают. Сфера туризма, здесь вот в сфере туризма, где работают молодые люди. Они могут работать в анимации, в отелях, в анимации. Они могут работать официантами какими-то. Они могут работать, ну, в отеле, может быть, постель менять. Может быть, будут работать гидами, дайверами, экскурсоводами. Могут работать на корабле, какая-то команда. Ну, там, где есть, крутятся вот эти туристы, они везде стараются познакомиться, стараются с вами пообщаться, и потом развиваются отношения, возможно, у вас переписка, может быть, в первую неделю вашу, а потом, может быть, вы уже уехали, и вы будете с ним переписываться. Сейчас мир стал такой маленький, что сейчас можно на расстоянии общаться с любым. Это раньше было сложно, а сейчас это не сложно. Сейчас, пожалуйста, у вас Telegram, WhatsApp и все такое. Поэтому сейчас это настолько... И люди летают часто. Сейчас вот я знаю, люди прилетают, могут хоть каждые 2 месяца сюда летать на несколько дней. Даже на 3 дня у меня есть знакомые, которые снимали у меня квартиру. Они прилетали сюда на 3 дня, только чтобы увидеться и назад. А еще я вспомнила, мне недавно один... мужчина рассказывал, так интересно, мы что-то с ним разговорились. Он не египтянин, он живет в Египте, но он тоже араб, но не египтянин. Он говорит, мы говорим, а что, у тебя есть дети? Он говорит, да, у меня была жена, и у меня есть дети, но они остались в Москве. Он жил в России, у него была жена, он говорит, вы что, когда жил в России, у меня отбоя не было ни от кого. Это здесь у меня конкуренция большая. Он просто вот так вот говорил. Здесь очень большая конкуренция. Я не могу себе, я здесь один, никого не могу себе найти, потому что здесь полно молодых и красивых мужчин, а я уже уже взрослый, уже мне 40. Представляешь, говорит, конкуренции у него не было в России, пока он жил. А здесь у него большая конкуренция. Мы говорим, ну так ты старайся, давай уже конкурируй тогда. Вообще просто так смешно. Это был у него, видимо, крик души, что он вот так вот нам открылся, да. Я смотрю, что он постоянно ходит, там что-то такое. Ну, он никому не лезет, да, а просто вот он, один. Еще есть люди, еще некоторые говорят, вот, это все вот эти нищие, нам надо богатого. Вот богатые тоже, смотрите, не обязательно, если вы найдете богатого, то он будет таким вот примерным или верным или хорошим. Богатство, во-первых, не означает, что он будет с ним, этим своим богатством с вами делиться. Он может вас вообще использовать на полную катушку. Вы будете сидеть дома, будете работать его домработницей, вы будете ему стирать, гладить, готовить, рожать детей, а он будет заниматься своими делами. Плюс параллельно никто ему не помешает завести себе и 2-ю, и 3-ю, и 4-ю семью, что также происходит. Поэтому, вы будете сидеть дома, еще будете спрашивать разрешение выйти куда из дома. Или там работать. Не, работать вы, скорее всего, не будете. Вот многие, кстати, мечтают, ой, я хочу сидеть дома, не работать, ничего не делать. Но это тоже, извините, домашний арест никому еще на пользу не пошел. Если вы захотите пойти на пляж, искупаться в море, не факт, что вам разрешат. Поэтому тоже палка о 2 концах, можно так сказать.
Кроме того, и богатые мужчины, ну вот мне рассказали, я сама лично не знала об этом, рассказали, что они тоже ищут себе женщин, да, хороших, красивых, обеспеченных. И, ну, как правило, они ненадолго задерживаются в их жизни, и они даже могут передавать их контакты каким-то другим своим друзьям или знакомым, или бизнес-партнерам. Вот такие вот игры могут быть. Поэтому, пожалуйста, не попадитесь на удочку таких людей, проверяйте. Ну и, если можно, так сказать, не влюбляйтесь по уши сильно, что вы уже потом будете зависимы от них. Просто трезво смотрите на вещи, потому что если уже мозг замутнен, это уже как наркотик. Я встречала женщин, которые просто вообще ничего вокруг не видят, очевидных фактов даже не замечают. Когда они уже по уши влюблены, можно крутить, что хочешь, он может рассказывать им. И вот как будет его разыскивать по всем этим больницам Каира, еще подключать всех остальных. Думаете, вот на это объявление кто-то кинулся выискивать, заболел он, не заболел? Все прекрасно знают, никуда он не заболел и не умер, и никуда не делся, а просто выключил телефон. Это очень просто — заболеть и пропасть с радаров, выключив просто телефон или поменяв сим-карту. Поэтому будьте бдительны. Да, кстати, еще некоторые люди живут по много лет, может жить 7 или 6 лет, или 8 лет, и будет жить и не знать, что у него параллельно есть другая семья, в которой он ездит периодически. Он, может быть, будет говорить, что он ездит в командировки или там с туристами, или еще что-то такое, на несколько дней пропадает. И вот так вот будет параллельно ездить к другой своей семье, и вы даже не будете об этом знать. Да, и, конечно, если вы вышли замуж за египетского мужчину, то присмотритесь, не спешите сразу заводить детей, потому что если вы уже заведете ребенка, то он может манипулировать вами, манипулировать вашими детьми и может их украсть. Если у вас что-то пошло не так, то вы можете лишиться детей очень просто. Будьте внимательны. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.